Непрекращающийся зуд в носу и постоянное изматывающее чихание, несомненно, являются одними из самых раздражающих физических ощущений. Это состояние не просто расстраивает, оно способно по-настоящему действовать на нервы, лишать душевного равновесия и превращать жизнь в кошмар, особенно если симптомы никак не проходят, а приступы следуют один за другим. Но когда молодой человек по имени Гарри наконец узнал истинную глубинную причину своего недуга, это открытие поразило до глубины души не только его самого, но и опытных врачей, видавших в своей практике многое. Чихание стало для Гарри не просто досадной помехой, а обычным, повседневным явлением, сопровождавшим его каждую минуту бодрствования. Где бы он ни находился, в транспорте, дома или на прогулке, он неизменно привлекал к себе внимание громкими звуками, хотя поблизости никто больше этого не делал. Все происходило из-за того, что у него невероятно, нестерпимо чесался нос, словно внутри поселилось что-то инородное. Он всегда списывал это на сезонную аллергию, реакцию на пыль или, возможно, на затянувшуюся простуду. Будучи по натуре человеком упрямым и стойким, он категорически отказывался обращаться по этому поводу к специалистам. Гарри просто не хотел тратить чье-либо драгоценное время на такие, как ему казалось, пустяковые глупости. Кроме того, была и другая, более глубокая причина его бездействия. Правда заключалась в том, что Гарри действительно не любил ходить к врачам. С самого раннего детства у него сформировался иррациональный, но сильный страх перед больницами, запахом лекарств и людьми в белых халатах. Поэтому он изо всех сил старался переждать любые болезни дома, стиснув зубы и не обращая на недомогание внимания, в надежде, что организм справится сам. Однако, вопреки его надеждам, мучительный зуд и чихание продолжались. Чем хуже становилось его физическое состояние, тем с большим упорством Гарри старался его игнорировать, занимаясь самообманом. В какой-то момент это болезненное состояние стало для него новой нормой, и он с горечью смирился с тем фактом, что ему, вероятно, придется жить с постоянным дискомфортом до конца своих дней. Но личная проблема вскоре переросла в профессиональную и начала сказываться на его карьере. Гарри трудился на кухне известного престижного ресторана и целыми днями готовил изысканные блюда для богатых и знаменитых людей, приезжавших в их город. Разумеется, одно из главных незыблемых правил работы с продуктами питания заключается в соблюдении максимально возможного безупречного уровня гигиены. Это необходимо, чтобы ни в коем случае не загрязнить и не испортить готовящиеся шедевры кулинарии. К огромному сожалению, при таком интенсивном зуде в носу и постоянных неконтролируемых приступах чихания вероятность попадания микробов в пищу была критически высока. Долгое время Гарри пытался скрывать свои страдания от коллег и начальства, отворачиваясь или выбегая в подсобку, но становилось все более и более очевидно, что с ним что-то не так. Ситуация достигла апогея, когда его вызвал управляющий. «У нас не было другого выбора, кроме как отправить его домой», — с сожалением сказал позже владелец ресторана. «Мы ценим Гарри, но не могли допустить, чтобы на кухне находился кто-то, кто мог бы подвергнуть риску здоровья наших клиентов. Мы настоятельно посоветовали ему записаться на прием к врачу и все тщательно проверить, пройти полное обследование, прежде чем он даже подумает о том, чтобы вернуться на работу. Настал неизбежный день приема, и Гарри, до смешного нервный и бледный, прибыл в клинику. Пока он сидел в стерильной комнате ожидания, его мысли проносились в голове с невероятной скоростью, рисуя самые мрачные картины.
Что с ним было не так? Почему нос чешется так сильно, словно горит огнем? Почему никто больше в окружении не чихает так часто и громко, как он? Наконец его фамилию назвали, и он, с трудом скрывая дрожь в руках, сел перед врачом, сбивчиво объясняя всю ситуацию. К счастью, доктор оказался человеком добрым и эмпатичным. Он сразу заметил тревогу пациента и изо всех сил старался успокоить Гарри. Он предложил для начала просто заглянуть в нос и посмотреть, сможет ли он выявить какие-либо очевидные проблемы, поэтому, вооружившись специальным инструментом с подсветкой, начал внимательно исследовать вход в носовой проход. Не было никаких явных признаков раздражения, воспаления или чего-то подобного, объяснил врач после осмотра. Обычно в таких случаях можно было ожидать увидеть там какой-нибудь посторонний предмет, застрявшую крошку или насекомое, который просто действовал бы как своего рода механический раздражитель. Это вызывало бы зуд, от которого страдал пациент, но, насколько я мог судить при первичном осмотре, все выглядело абсолютно нормально. В итоге врач, не найдя явной патологии, объяснил сильный зуд и чихание либо внезапно возникшей острой сенной лихорадкой, либо аллергической реакцией на не слишком чистый городской воздух. Он прописал Гарри сильнодействующий антигистаминный препарат и отправил его домой, сказав, что если состояние не улучшится в ближайшее время, он может вернуться через неделю для повторной консультации. Доктор и не подозревал в тот момент, что истинная причина мучений пациента была шокирующей, поразительной, и, что самое главное, ее совершенно нельзя было вылечить простыми антигистаминными таблетками. Так что дела у Гарри совсем не улучшились. На самом деле, все произошло с точностью до наоборот. Симптомы начали стремительно ухудшаться. Нестерпимый зуд и приступы чихания теперь не давали ему спать по ночам, превращая отдых в пытку, что, в свою очередь, сказывалось на нем изо дня в день. Он был постоянно истощен, раздражен и лишен сил. Итак, ровно неделю спустя он снова сидел в кабинете врача, такой же нервный и испуганный, как и в первый раз, но теперь еще и с темными кругами под глазами от недосыпа. После повторного, еще более внимательного осмотра Гарри доктор лишь в недоумении почесал в затылке. И сделал он это не потому, что обнаружил истинную причину, а потому, что слизистая выглядела подозрительно нормальной для таких жалоб. Он даже позвал опытного коллегу из соседнего кабинета, чтобы тот своим свежим взглядом осмотрел нос Гарри, но, опять же, ничего подозрительного визуально обнаружить не удалось. Поэтому врачи, понимая, что упускают что-то важное, решили провести более глубокий и тщательный осмотр. Они не могли сделать это просто глазами, так как носовой проход очень узкий и извилистый, поэтому они назначили ему компьютерную томографию. Компьютерная томография — это сложный и высокотехнологичный метод визуализации, используемый для получения детальных послойных изображений внутренних органов и костных структур. Если бы там пряталось что-то подозрительное, сканирование непременно обнаружило бы это. Когда Гарри лежал на кушетке, его медленно поместили внутрь большого гудящего трубчатого устройства для томографии, и процесс сканирования начался. Ему строго наказали лежать совершенно неподвижно. Процедура не причинила ему ни малейшей физической боли, но психологическое напряжение нарастало. По мере того, как на мониторе в операторской начали четко отображаться черно-белые снимки черепа, лицо наблюдающего врача становилось все более и более шокированным, а его глаза расширялись от искреннего недоверия. Сердце Гарри, чувствовавшего заминку, бешено колотилось, а желудок скрутило в тугой узел от страха. Что же такого доктор мог увидеть на экране,
что вызвало такую бурную невербальную реакцию. Довольно скоро сканирование закончилось, и заметно дрожащий от волнения доктор отправил пациента домой, сказав лишь, что полные результаты и расшифровку он получит через несколько дней. Итак, Гарри ушел из клиники, все такой же раздраженный, чихающий и теперь еще более напуганный неизвестностью. Все, что он мог сделать в этой ситуации, это играть в мучительную игру ожидания, пока ему не позвонят и не сообщат вердикт. У меня в голове постоянно возникал образ лица врача, уставившегося в монитор, рассказывал позже Гарри, вспоминая тот случай. Я просто продолжал думать, что его испуганный и удивленный взгляд не может быть хорошим знаком. Время ожидания действительно самое тяжелое испытание для психики. К счастью, мучения длились недолго. Только на следующий день ему позвонил врач, и уже через час Гарри сидел за столом напротив него в кабинете. На лице доктора было озабоченное и в то же время крайне озадаченное выражение. Он еще раз взглянул на снимки компьютерной томографии, глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и, наконец, сообщил о невероятных результатах обследования. Оказалось, что у Гарри глубоко в носовом проходе, в месте скрытом от обычного взгляда, рос настоящий зуб. По мере медленного роста зуба он начал щекотать мелкие чувствительные волоски в носу, а также постоянно механически раздражать нежную слизистую оболочку. К сожалению, он располагался слишком глубоко, чтобы врачи могли увидеть его при обычном осмотре с фонариком. Но именно этот лишний элемент организма вызывал сильный зуд и бесконечное чихание. Эта новость совершенно ошеломила и Гарри, и консилиум врачей. Зуб был не только расположен в абсолютно неправильном месте, но и рос совершенно аномально, вверх по направлению к черепу, а не вниз, и не выходил из десен, как это происходит у всех нормальных людей. Подобные вещи, называемые эктопией зуба, случаются в медицине крайне редко, но это не совсем неслыханное явление. Итак, он согласился на операцию, не раздумывая ни секунды. Подготовка прошла быстро, и уже на следующий день все было кончено. Врачи успешно удалили зуб вместе с корнем, длина которых в общей сложности составляла внушительные 13 мм. После извлечения они прижгли лунку, чтобы остановить кровотечение, и на этом лечение завершилось. Гарри был полностью исцелен. К счастью, сейчас мне уже намного лучше. Я чувствую себя другим человеком. Широко улыбался Гарри несколько недель спустя, давая интервью. Врачи честно сказали мне, что они никогда не видели ничего более странного в своей практике. И, признаться, я тоже. Вся эта история была похожа на сюжет из какой-то книги ужасов или медицинской фантастики, но главное, чихание и зуд полностью прекратились. Я наконец-то смог выспаться, в чем так отчаянно нуждался последние месяцы, и вернуться к любимой работе на кухне. И вдобавок ко всему, пройдя через это испытание, я даже преодолел свой детский страх перед визитом к врачу.